Чтобы украсить территории своего сада, совсем не обязательно покупать дорогие и сложные в уходе растения. Есть очень много доступных по цене, красивых и неприхотливых цветов, которые можно посеять в апреле. Например, из низкорослых и обильно цветущих почвопокровников советую обратить внимание на очаровательную немофилу. Это красивое растение со временем образует целые поляны из голубых цветов. Цветет очень эффектно и долго, почти все лето до октября. На следующий год может дать свой самосев. Но если вы хотите всегда иметь сплошной ковер из ее многочисленных цветов или густой цветущий бордюр, семена немофилы лучше подсевать каждый год прямо в открытый грунт. К тому же вы можете подобрать самые разные сорта по окраске. Но, как по мне, самые эффектные цветы именно голубой немофилы. Посадки этих растений привносят в сад особое очарование и свежесть, и со стороны даже напоминают водную гладь. Это очень красивый и обильно цветущий почвопокровник, а главное, совершенно несложный в уходе. Узнать о нем больше вы сможете из моего видео, ссылку на которое я оставлю в описании под этим роликом. Не менее яркий и чем-то схожий с цветами немофилы – лимнантес. Его вы тоже можете посеять в апреле. Многочисленные цветы лимнантеса ярко-желтой окраски с белой каймой. С помощью этого почвопокровника легко вырастить красивые солнечные поляны. За столь необычную окраску этому растению приписали еще одно смешное название – цветок яичницы. Цветение лимнантеса не только яркое, но и ароматное. Кстати, голубую немофилу и лимнантес часто высаживают по соседству, так как их цветы красиво гармонируют друг с другом, да и в уходе они практически одинаковые. Данные культуры отличились своим обильным и длительным цветением. Порой из-за количества их цветов не видно даже листвы. И всей этой красотой можно наслаждаться уже с июня и до осенних морозов. Совсем несложно вырастить из семян вечно зеленые коврики из полезного ароматного тимьяна. Этот засухоустойчивый многолетник часто высаживают для заполнения пустов в цветниках, вдоль садовых дорожек, на альпийских горках и даже в расщелинах между садовой плиткой. Цветет он не только обильно, но и ярко, приспосабливается даже к самым скудным почвам и любит много солнца. Однако он не терпит сырые участки и тень. С помощью этого почвопокровника вы сможете не только задекорировать самые разные места в саду, но и укрыть почву от сорной травы. К тому же тимьян еще используют в кулинарии и добавляют в чайные смеси. В апреле можно посеять еще один очень красивый почвопокровник, который издает приятный медовый аромат. Это алисум. Цветет это растение очень обильно, начиная с мая. Ближе к середине лета из-за жары он входит в период покоя, но уже к концу лета зацветает повторно. Цветущий алисум будет радовать вас до осенних морозов. Он также способен давать свой самосев. Это отличное растение для подбивки клумб, создания цветущих бордюров и оформления садовых дорожек. А вот чтобы вырастить в саду яркие цветущие вертикали, стоит посадить неприхотливый душистый горошек. Эту садовую лиану под силу вырастить каждому. Единственное, что перед посевом семена лучше замочить в воде на 10 часов. Цветет душистый горошек непрерывно, обильно и долго, самыми разными по окраске цветами. Цветение длится все лето до осенних холодов. Данная лиана выдерживает кратковременные морозы до -5 градусов. Красить арку, беседку или забор можно с помощью ипомеи и плетистой настурции. Также советую обратить внимание еще на одну очень красивую садовую лиану, которая хорошо и быстро разрастается и цветет до самых устойчивых морозов. Это азарина лазающая. Ее очаровательные цветочки способны выдерживать кратковременные морозы до -5 градусов. Нередко их можно встретить поздней осенью даже под снегом. Об этом красивейшем растении на моем канале тоже есть отдельное видео. Ссылку я также оставлю в описании. В апреле вы еще успеете посеять на рассаду яркую цинию и неприхотливую космею. Эти цветы настолько простые в уходе, что будут расти и красиво цвести на любых участках. Их вы также сможете посеять весной сразу в открытый грунт. Циния и космея цветут непрерывно почти все лето до глубокой осени. Очень многим садоводам нравится цветение яркой гадеции. Ее махровые шелковистые цветы чем-то схожи с азалиями. Цветение эффектное и обильное с июля до самых морозов.
Гадеции не страшны резкие перепады температуры, но чтобы она зацвела как можно раньше, ее лучше посеять на рассаду уже в марте-апреле. Более подробно об этом растении вы сможете узнать из моего видео про гадеции, ссылку я оставлю в описании. Чтобы украсить клумбы и цветники, в апреле стоит посеять красочную, неприхотливую гайлардию и пушистые кустики кохии. Последние очень похожи на хвойные, хотя является травянистым полукустарником. Среди ее разных сортов есть не только изумрудные, но и с пурпурно-красной, ярко-малиновой и темно-бордовой окраской. Для создания красочных бордюров идеально подходят низкорослые сорта пестрых бархатцев и агератума. Их цветение будет длиться все лето до устойчивых холодов. А преобразить вид альпийских горок и солнечные участки в саду получится с помощью неприхотливой, засухоустойчивой армерии. Ее соцветия в виде розовых шариков красиво выделяются на фоне плотных куртин из тонкой игольчатой листвы. Цветение этого многолетника длится с конца весны до начала осени. Наиболее популярная в садоводстве армерия приморская. Есть и почвопокровные виды, образующие плотные, густые низкорослые подушки. Уже в начале лета зацветает неприхотливый, морозостойкий иссоп. Он будет радовать вас своими соцветиями белого, синего или розового цвета вплоть по сентябрь. Этот засухоустойчивый многолетник послужит великолепным фоном для многих растений. С помощью иссопа также создают пышные цветущие бордюры высотой около 50 см. Он любит рыхлый, с добавлением песка, грунт и солнечные участки, но не терпит застоя воды и частого переувлажнения. Такие растения, как иссоп, очень удобны для занятых садоводов, так как не требуют особого ухода и своевременного полива. Но это еще не все его заслуги. Иссоп анисовый – это очень полезное и даже лекарственное растение. Он также отличный медонос. Со многими садовыми цветами очень выгодно сочетаются разноцветные маргаритки и длинные свечи Вероники колосковой. С помощью эффектных соцветий многолетней колосистой Вероники можно удачно оформить садовые дорожки или использовать ее в виде роскошного бордюра в цветниках. Посеяв Веронику с семенами в апреле, в будущем ее уже взрослые, разросшиеся кустики легко размножить способом деления. В апреле еще не поздно посеять ароматную матиолу и иберис. А если вы хотите украсить не только клумбы, но и подвесные кашпо, посадите яркую лобелию или вербену. Очень советую для цветочного разнообразия посеять неприхотливые красочные астры и засухоустойчивую целозию. Эти цветы особого ухода не требуют, зато своим видом способны украсить любой уголок сада. И подобных неприхотливых культур еще очень много. Всех в одном видео не перечислить, и, конечно же, вырастить все цветы невозможно. Поэтому стоит выбрать лишь те, которые больше всего нравятся вам, подобрав им соответствующих достойных компаньонов. Я также буду благодарна, если вы поделитесь своими вариантами цветов для апрельских посевов. Также не забывайте подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о выходе новых роликов. А если вам это видео было интересным, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, и до новых встреч на нашем канале.